Всем привет, с вами Андрей. Суббота. С утра я уже был на даче, немножко поработал. Купил на днях 6 античных стульев. Ну, как античных? 19 век, это уже считается антиквариат. С утра их переклеил, потому что они шатались. Клей немножечко так рассохся с годами, с десятилетиями, а может быть даже и столетиями. Ну и вот все свои дела сделал. Теперь можно пройтись по барахолке, посмотреть. Может быть, сегодня что-нибудь интересное найду. Так что давайте пройдем и посмотрим, что же сегодня нам предложит барахолка. Погнали! Сегодня очень интересные приехали продавцы, потому что здесь видно, что много старых вещей, фотографий старые, фигурки. Но это не такие старые, где-то, может быть, винтажные, лет так 30-40 им. Даже посмотрите, уже на Новый год можно купить вот такую интересную новогоднюю декорацию. Ну, 4,95 стоило. Видите, даже цена сохранилась. Много посуды продают интересной. Тут даже вот копейки лежат. За 1 евро можно даже такую канистру взять. Вот, за 1 евро можно взять. Но это так. О, утка. В принципе, это неплохо, да? За 1 евро. Если кто-то захочет взять посуду. Так что тут сейчас у них жаркая пора начинается, ребят. Schmeiß meine da rein bei dir. Die beide. В основном тут разный такой хлам. Видите? Внутри сумки старые есть. Но опять же, это фотокопия. Не настоящая, не оригинальная. Ну вот такие, ребята, сейчас предложение поступает. Можно неплохо взять посуду, пускай не новую, но в хорошем состоянии за 1 евро. То есть тарелка евро, там чайничек. В принципе, людей много пришло. Но я посмотрел, там в основном так. Ничего такого интересного нету, что меня интересует, так что идем дальше. Посмотрите, такой необычный подсвечник. Я так думаю, что это подсвечник из металла. И здесь мы видим, есть даже старая. Тут смотрите, цена даже стоит. Это в немецких марках. 30 марок, ребят. С 2000 года, 24 года уже, да? Как марок нет. Ну вот 30-40 лет им, возможно. Вот этим подсвечником интересным. Ну так, сначала я подхожу, осматриваю все внимательно. Что-то интересно, если я нахожу, я подхожу поближе, уже смотрю, рассматриваю более внимательно. Вот. Посмотрите, это, знаете, для чего? Кто не смотрел, посмотрите мое видео. Я был в замке, и вот такая сковорода специально стояла рядом с кроватью. Сюда внутрь ложили камни, камни нагревали в камине и ложили в кровать. Посмотрите, ребят. Очень интересно, знаете, сколько вот этой сковородочке лет? Минимум 100 лет, я вам сразу говорю, потому что я только что замка. Это реально, это офигенная штука. Was kostet? Хотят 40 евро, купить можно, но просто я не понимаю, зачем мне ее покупать. Я знаю, для чего она, и я не уверен, что я ее смогу продать, потому что, ну, мало кто собирает такие вещи.
Единственное, кто-нибудь может купить, если для декорации, допустим, у кого-то есть большой дом или хочет сделать в виде какого-нибудь замка, может быть, какая-нибудь инсталляция, да, то есть вот такие вещи нужны, но их покупать не так часто, и да, это историческая классная вещь, но сейчас она никому не нужна, ребята. Так что так останется она лежать, может быть, кто-нибудь ее возьмет. Я бы ее взял, но просто я не знаю, что с ней делать потом. То есть ее никуда не поставишь в дом как декорацию. Жалко, конечно. А вот смотрите. Тоже интересные вот такие маленькие вещи. Это мессинг, латунь. Кстати, я вот нашел второй такой шкафчик, и видно, что человек собирал вот такие шкафчики, где они стояли, все эти декоративные, интересные декорации. Вот тоже интересная штука, это зольница маленькая. У меня парочку было таких, ну они повыше были. Интересная тоже вещь. Ну вот ее можно как декорацию взять. Ну что, идем дальше, смотрим. Буду искать то, что мне по карману, или то, что мне нравится. И все-таки это будет все-таки более-менее куда-то можно поставить, применить. Вот, посмотрите. Лошадь. Качалка, совсем маленькая. Странно. Это получается... Изначально можно было покачаться и потом открутить 4 шурупа и на ней ездить. Was kostet? $25. Но она не сильно старая, потому что, ну, где-то, может быть, 70-е, 60-е года, и то я уже вижу. Из капут, да. Фус капут. Я говорю, что нога сломана здесь немножко. И здесь тоже. Или это уже клеили. Поторговался, взял я все-таки эту лошадку. Ну, хорошо скинули, но немножко придется поработать. Ноги подклею и будет как новая. Когда я вижу такие супницы, мне всегда хочется их купить, не знаю, они мне нравятся. Хотя я понимаю, что я в них совсем ничего не понимаю. Они прикольные. Если бы знать еще, кто их сделал. Здесь есть... Так, это Бавария. О, это немецкая. Да, я уже такие брал. Баварскую. Посуду прикольная. Не хватает, наверное, здесь все-таки поварешки такой же. Ну, круто. Так, смотрите, что здесь. Чайнички стоят. Всякие разные декоративные и обычные. Кстати, вот такие фарфоровые подставки для ламп. Это тоже очень оригинальные они. Предлагает мне за 10 взять, но я нашел изъян. Здесь есть скол и when 5 is good, fragst du ihn? Ja. Ну что, я даже взял вот эту подставку. Есть небольшой скол, так что я поторговался, немножко скинул цену. Скол не сильно видно, потому что он находится на основании, но лампа мне понравилась, она офигенная. Нужен к этой лампе теперь абажур, так что буду искать. Вот поднос такой необычный, он по-немецки это цин, если на русский перевести, я так думаю, это олово или что-то такое. Вот металл такой, видите? Из него раньше много что делали. Вот такой поднос с рыбой. Опять же, я иду и запах дыма. Дым здесь повсюду. Утром было плюс 4, и люди просто вот так жгут костры, и этот смог, он здесь просто по всему рынку, ребята, это вообще нечто.
Надо что-то такое одевать, куртку какую-нибудь старую, потому что я уже прихожу после такого рынка и весь в дыму. Вот ребята уже, смотрю, я тут опять все раздают. Вот уже собирают, интересные сундучки стоят. Посмотрите. Ух ты, красивые какие. Прикольные. Ребят, посмотрите. Асо. Я вижу старый самовар. Интересный. Посмотрите. Кремль на внутренней стороне есть. Или это, да, вот Москва. 80-й год. Was kostet jetzt? 30. 30? Сегодня немножко опять запоздал, потому что с утра дела были, занимался стульями, приехал. Но, в принципе, мне уже нравится, что я приобрел и кое-что увидел. Как говорится, не зря съездил. Вот. Саперная лопатка. Тоже старенькая такая. Здесь посуда. Хайнрих. Даже стоит. Клеймо. Посмотрите, целый ящик. Очень интересные вот эти кружки пивные. Они все закрываются крышками. Это такой стиль баварский в основном. Ну да, это немецкий стиль, если по всей Германии такие кружки есть. Но люди такие кружки собирают, и они смотрятся красиво. Даже есть клеймо. Правда, я прочитать не могу, но кто-то сделал. Так, это супница, да, наверное, я так предполагаю. Правда, я не вижу крышки. Так, и прочитать я не могу. Тут неотчетливо напечатано. Так, голубая Данубе. Я такую марку не встречал. Напишите в комментариях, если вы знаете, кто производит такую посуду. Вот это я понимаю, игрушка на все века. Блин, сделано просто совсем. И понятно, что на ней можно сидеть, держаться. И посмотрите, что внизу есть. Яйца. Вот это кто-то подошел с юмором. Познакомьтесь, мой товарищ, верный слуга Барашек. Я иду сейчас со своим корешем Барашком по барахолке. У него висят большие. Все люди оглядываются, спрашивают, где ты такого взял, друга. Я его купил за хорошую цену, практически за просто так. Но это оригинальная вещь, ребята. Это игрушка для детей. Сделал ее кто-то очень с чувством юмора, потому что реально там причиндало. Это, блин, искусство. Мне понравилось, я решил купить. Почищу, помою, и этой игрушкой можно будет пользоваться. Мягкая ткань и внутри наполнитель, то есть можно детям сидеть. Ну, если что, эти толстые большие коки можно убрать. Как бы, да, это смешно, но реально игрушка оригинальная, ребят. Таких я не видел. И самое главное, что эта игрушка эксклюзивная, потому что ее кто-то сделал. То есть другой такой вы не найдете. И поэтому такие игрушки ценятся. Сегодня мне попадаются новогодние игрушки. Да и просто игрушки, посмотрите. Но это не старая вещь. Она красивая, конечно, для Рождества, на Новый год куда-нибудь поставить на камин или на комод. Красиво смотрится. Was kostet?
Просто спрошу, знаю сколько. 10 евро. Это какая-то голова, может быть, она еще и поет с Рождеством. Красиво сделано, но со временем уже видно, что хорошо побиты. Здесь не хватает на поверхности сосуда дерева. Скол есть большой, и здесь царапины. Но так красиво. Очень интересных декоративных статуэток здесь я вижу. Кстати, посмотрите, люди простояли целый день, торговали, а сейчас не могут завести машину, пытаются прикурить. Но пока не получается. О, мини-щелкунчик. Это сантиметров 15, наверное. Вон есть побольше. Но он так себе. Как-то такой некрасивый, не цветной. Это, я думаю, что ножик для вскрытия писем. Я такие уже покупал. В принципе, уже немножко знаю. Вот видите. Ну, стоит, что 1764 год, ну, вряд ли это. Это просто надпись, но сам нож, он, конечно, в 20 веке сделан. Копия. Показываю вам, что осталось после того, когда человек здесь продавал. Вот это все остается и надо будет выкидывать. Это все оплачивает сам продавец. Если он за собой не убирает, то он платит там, не знаю, 50 евро. И специальная служба приезжает, убирает это все. Прогулка подошла к концу. Зашел в машину, сел и чувствую запах дыма. Да. Жгли костры, потому что на улице утром холодно. Приехал я после обеда. И скажу вам, что есть минусы и плюсы. Минус в том, если приезжаешь поздно, если какие-либо были интересные вещи или предметы, то их, возможно, уже кто-то купил. А плюс, когда приезжаешь поздно, вот как сегодня я приехал, люди уже собирали свои товары, и можно с ними хорошо поторговаться, то есть получить хорошую скидку. Я взял лошадь, качалку, за нее я скидку получил 70% от начальной стоимости, что хотел изначально продавец. То есть это шикарно. Лошадь классная, надо будет просто подклеить ноги, и она будет как новенькая. Так что, если вы хотите посмотреть, какие предметы я купил и реставрирую, заходите, ссылка под видео есть, Инстаграм, и там я выставляю вот эти все вещи. Так что жду вас в Инстаграме, смотрите, подписывайтесь. С вами был Андрей, всем пока.